И ответ сгенерирован на русском языке. Что если вам скажут, что одно из крупнейших морей планеты исчезнет с карты мира в ближайшие десятилетия? Не из-за климатических изменений, не из-за природной катастрофы, а по решению человека. Россия запустила проект, который звучит как безумная фантастика. Канал длиной в сотни миль, который должен осушить целое море. Представьте, гигантские экскаваторы вгрызаются в землю, прокладывая путь шириной с 10-этажный дом. Бетонные стены высотой в 50 футов тянутся до горизонта. Насосные станции размером с футбольное поле перекачивают миллионы галлонов воды каждый час. Инженеры говорят о переброске водных масс, равных объему 50 тысяч олимпийских бассейнов ежедневно. А местные жители уже видят, как обнажается дно, которое не видело солнца тысячи лет. Вы думаете, это Аральское море, которое высохло случайно? Нет. Это совершенно новый проект, о котором мир узнал только недавно. И речь идет о Каспийском море, крупнейшем замкнутом водоеме Земли, который содержит почти половину мировых запасов осетровых рыб и черной икры. Проект называется Евразийский канал. По плану он должен соединить Каспий с Мировым океаном через систему рек и искусственных водных путей. Но есть одна проблема. Каспийское море лежит на 100 футов ниже уровня Мирового океана. Это значит, что вода пойдет только в одну сторону. Из моря. Навсегда. Инженеры обещают экономическое чудо. Прямой водный путь из центра Евразии к океанским портам. Танкеры с нефтью смогут идти напрямую, минуя проливы других стран. Экономия миллиарды долларов ежегодно. Туркменистан, Казахстан, Азербайджан получат выход к мировой торговле. Звучит впечатляюще. Но экологи бьют тревогу. Каспий теряет воду уже сейчас. Его уровень падает на 7 дюймов каждый год. Строительство канала ускорит процесс в десятки раз. Компьютерные модели показывают, через 30 лет береговая линия отступит на 20 миль. Через 50 на 50 города-порты окажутся посреди пустыни. Рыболовецкие поселки, где люди жили веками, превратятся в города-призраки. Самое шокирующее. Проект уже начался. Первые участки канала прорыты в дельте Волги. Спутниковые снимки показывают строительную технику и временные поселки рабочих. Местные власти молчат. Москва не комментирует, но стройка идет. Неужели человечество действительно способно уничтожить целое море ради экономической выгоды? Ответ вас шокирует, потому что это уже случалось, и не один раз. «27 марта 2023 года в селе Лиман Астраханской области появились первые экскаваторы. Местные жители сначала решили, что это обычный ремонт дороги. Но техника двигалась не к трассе, а к берегу Волги. Через неделю прибыло еще 30 единиц тяжелой техники. Потом построили временный поселок на 300 человек. Рабочие молчали. На вопросы отвечали уклончиво, мол, гидротехнические работы, укрепление берега. Но масштаб говорилось и о другом. Котлован рос со скоростью 200 футов в день, глубина достигла 40 футов. Ширина — 300. Первым забил тревогу местный рыбак Михаил Громов. Он рыбачил на этом участке 40 лет и знал каждую отмель. Громов заметил, что течение изменилось. Вода начала уходить в сторону стройки быстрее обычного. Он сделал фотографии с квадрокоптера и выложил в интернет. Снимки разлетелись по всему миру за 2 суток. На фотографиях был виден канал длиной почти в 3 мили. Он шел строго на юг, в сторону Каспия. Берега укреплены бетонными блоками. По краям насыпные дамбы высотой в 20 футов. Вдоль канала тянулись рельсы для строительных вагонеток, а в конце виднелись контуры гигантского шлюза. Власти среагировали быстро, Громова вызвали в администрацию и попросили удалить публикацию. Объяснили, что это объект стратегического значения. Фотографировать запретили. Над стройкой установили зону ограничения полетов дронов радиусом в 5 миль, но было поздно. Международные экологические организации подняли шум. Спутниковые компании начали отслеживать стройку из космоса. Выяснились детали. Канал должен пройти через дельту Волги, пересечь казахстанскую границу южнее Атырау и выйти к северному побережью Каспия. Общая длина 420 миль. Самое интересное обнаружилось в архивах. Оказалось, этот проект разрабатывали еще в 1958-м. Советские инженеры хотели соединить Каспий с Азовским морем через систему каналов. Посчитали, просчитали и закрыли. Слишком дорого. Слишком опасно для экологии. Документы засекретили. А в 2015-м проект достали из архивов. Переработали с учетом новых технологий. Стоимость оценили в 87 миллиардов долларов. Срок строительства — 12 лет. Окупаемость — 25 лет за счет транзита грузов и нефти. К маю стройка велась уже на 5 участках одновременно. Использовали технологию, которую применяли при строительстве Суэцкого канала. Прокладывали канал участками, а потом соединяли. Работы шли круглосуточно в 3 смены. Задействовали более 2000 рабочих. Цифры впечатляли. Каждый день вынимали 120 тысяч кубических ярдов грунта. Это равно объему 30-этажного здания. Грунт вывозили и использовали для строительства дамб и насыпей. Бетона заливали по 5000 кубических ярдов ежедневно.
Инженер Сергей Волков работал на участке номер 3 под Атырау. Он рассказал журналистам, что проект разделен на 7 зон. Каждая зона – отдельный участок канала длиной от 50 до 100 миль. Координация здесь идет из единого центра в Астрахани, где стоят десятки компьютерных серверов с трехмерными моделями всего маршрута. Самый сложный участок – зона номер 4. Там канал пересекает возвышенность высотой в 270 футов. Обычный способ – прорыть тоннель или построить систему шлюзов. Но проектировщики выбрали третий вариант. Они срезают холм полностью, взрывают, вывозят породу, выравнивают дно. За 3 месяца работы срезали уже 120 футов. Взрывы слышны за 20 миль. На участке работают 2 гигантских роторных экскаватора. Каждый весит 3000 тонн. Высота с 18-этажный дом. Роторное колесо диаметром 60 футов вращается непрерывно, срезая породу ковшами размером с легковой автомобиль. Один экскаватор вынимает 20 тысяч кубических ярдов грунта за сутки. Техника пришла из Германии. Эти машины раньше использовали на угольных разрезах в Рурском бассейне. Их разобрали, перевезли по частям и собрали заново на месте. Только на транспортировку ушло 4 месяца и 43 железнодорожных состава. Зона номер 5 проходит через Солончаки. Грунт там пропитан солью и нефтью. Обычный бетон разъедает за год. Пришлось разработать специальную смесь с добавлением полимеров и стекловолокна. 1 кубический ярд такого бетона стоит $300, в 5 раз дороже обычного. А на участке номер 6 столкнулись с подземными водами. Грунтовые воды залегают на глубине всего 15 футов. Копаешь канал, он мгновенно заполняется водой. Установили 120 насосов, которые откачивают воду круглосуточно. Производительность каждого 2000 галлонов в минуту. Откачанную воду сбрасывают в специальные отстойники площадью в 200 акров. Местные жители жалуются, что колодцы начали пересыхать. В поселке Кульсары уровень грунтовых вод упал на 20 футов за полгода. Трещины пошли по стенам домов. 3 здания признали аварийными и расселили. Казахстанские власти официально поддержали проект. Подписали соглашение о совместном строительстве и эксплуатации канала. Казахстан вложит $20 миллиардов и получит 30% прибыли от транзита. Порт Актау обещают превратить в крупнейший транспортный узел региона, но экологи Казахстана протестуют. Группа ученых из Алматы опубликовала исследование. По их расчетам, Каспий потеряет 8% объема воды за первые 10 лет работы канала. Уровень моря упадет на 3 фута. Береговая линия отступит на 5 миль в северной части, где море мелкое. Рыбаки уже видят последствия. Нерестилище осетровых находится как раз в дельте Волги и на мелководье Северного Каспия. Вода мутнеет от стройки, рыба уходит, уловы упали на 40% за год. Цены на черную икру выросли вдвое. В июле 2023 года хакерская группа слила в сеть внутренние документы Министерства природных ресурсов. 700 страниц технических отчетов, расчетов и переписки. Файлы удаляли, но они уже разошлись по десяткам серверов. Документы раскрыли настоящую цель проекта. Канал – только первый этап. Второй этап – строительство гигантской насосной станции в устье канала на берегу Каспия. Станция будет перекачивать воду из моря в Черное море через систему рек и водохранилищ. Мощность станции 3 миллиона галлонов в минуту. Это в 20 раз больше, чем у крупнейшей ГЭС мира. Зачем перекачивать воду из Каспия в Черное море? Ответ нашелся в докладе геологической службы от 2019 года. На дне Каспийского моря обнаружили крупнейшее в мире месторождение редкоземельных металлов. Литий, кобальт, неодим – все, что нужно для производства батарей электромобилей и электроники. Месторождение находится на глубине 200 футов в центральной части моря. Добывать со дна невозможно. Слишком дорого. Но если понизить уровень моря на 50 футов, месторождение окажется на глубине всего 150 футов. А если понизить на 100 футов, можно строить искусственные острова и добывать открытым способом. Геологи оценили запасы в 8 миллионов тонн лития. Это больше, чем все разведанные запасы Чили и Австралии вместе взятых. Стоимость более $3 триллионов по текущим ценам. Тот, кто контролирует это месторождение, контролирует мировой рынок электромобилей на ближайшие 50 лет. В документах нашлась и секретная карта. На ней красным отмечены участки дна, которые обнажатся при понижении уровня на 50, 70 и 100 футов. При снижении на 100 футов площадь моря уменьшится на 30%. Северная часть высохнет полностью. Образуется новая суша площадью в 30 тысяч квадратных миль, территория размером с Австрию. Еще один документ описывал планы освоения новых земель. Бывшее морское дно планируют использовать под сельское хозяйство. Почва там насыщена минералами и органикой, идеально для выращивания пшеницы и подсолнечника. Урожайность будет в 3 раза выше, чем на обычных землях. Представитель Кремля назвал утечку фейком и провокацией.
заявил, что никаких планов по осушению Каспия не существует. Канал строят исключительно для судоходства и развития торговли. Все остальное – домыслы и теории заговора. Но через 2 недели Росприроднадзор тихо выдал лицензию на геологоразведку в центральной части Каспийского моря. Получила ее компания «Каспийские ресурсы», которая на 90% принадлежит государственной корпорации. Площадь участка – 12 тысяч квадратных миль. Срок лицензии – 25 лет. Азербайджан и Туркменистан потребовали объяснений. Каспий формально разделен между 5 странами. Любая добыча требует согласия всех сторон, но юридический статус Каспия до сих пор спорный. Это море или озеро? Если море, применяется морское право. Если озеро, каждая страна может делать, что хочет на своем участке. Иран пригрозил отправить военные корабли. Их береговая линия на юге Каспия уже отступила на милю за последние 5 лет. Порт Бендер-Энзели обмелел настолько, что крупные суда не могут заходить. Если уровень упадет еще, Иран полностью потеряет доступ к морю с севера. Биолог Анна Соколова из Института океанологии приехала на Каспий в августе 2023-го. Она изучала каспийского тюленя, единственного морского млекопитающего, которое живет в этом замкнутом водоеме. Популяция сократилась с 1 миллиона особей в 90-х до 100 тысяч сейчас. Соколова обнаружила мертвых тюленей на северном побережье. 43 тела за 1 неделю. Вскрытие показало, животные умерли от голода, в желудках не нашли ничего. Тюлени питаются килькой, а килька исчезла из северной части моря. Рыба ушла из-за изменения солености воды. Канал уже начал влиять на экосистему, хотя его даже не закончили строить. Стройка подняла со дна тонны ила и грязи. Муть распространилась на 100 миль вдоль побережья. Вода потеряла прозрачность. Водоросли, которыми питается планктон, перестали получать солнечный свет. Планктон вымер. Рыба осталась без корма. Температура воды поднялась на 2 градуса за год. Обычно северная часть Каспия прогревается до 20 градусов летом. Теперь до 22. Звучит несущественно, но для экосистемы это катастрофа. Холодолюбивые виды рыб мигрируют на юг или гибнут. На спутниковых снимках видны гигантские зеленые пятна. Это цветение сине-зеленых водорослей. Они размножаются в теплой мутной воде и выделяют токсины. Купаться в такой воде опасно, можно получить отравление. В поселке Гандюра 20 человек попали в больницу после купания. У всех одинаковые симптомы – рвота, сыпь, затрудненное дыхание. Орнитологи зафиксировали массовую гибель птиц. Каспий – важная точка на миграционном пути из Сибири в Африку. Миллионы птиц останавливаются здесь на отдых и кормежку. Фламинго, пеликаны, бакланы, цапли – всего 280 видов. В сентябре на островах Тюленей архипелаг нашли 5000 мертвых бакланов. Птицы питаются рыбой. Рыбы нет, птицы умирают. Гнездовые колонии опустели. Ученые подсчитали, что популяция бакланов сократилась на 60% за 1 сезон. Еще страшнее ситуация с осетровыми. Каспий – последнее место на планете, где эти древние рыбы размножаются в промышленных масштабах. Белуга, севрюга, русский осетр – все они нерестятся в дельте Волги на мелководье. Икринки осетра развиваются при строго определенной температуре и солености воды. Отклонение на 1 градус, и эмбрионы гибнут. Строительство канала изменило оба параметра. Температура выросла, соленость упала из-за притока пресной воды из Волги, которую перенаправили для строительных нужд. Рыбоводные заводы пытаются спасти популяцию искусственным разведением. Но это капля в море. Заводы выпускают 2 миллиона мальков в год. А для поддержания популяции нужно минимум 20 миллионов. Мощностей не хватает. Финансирование тоже. Самое ужасное – процесс необратим. Даже если прямо сейчас остановить стройку, экосистема не восстановится. Для возвращения к прежнему состоянию нужно минимум 15 лет, а стройка не останавливается. Наоборот, темпы ускорились. В октябре ввели в эксплуатацию первый участок канала длиной в 40 миль. Провели испытания, пустили воду. Поток составил 500 тысяч галлонов в минуту. Это равно стоку средней реки, и это только начало. Когда запустят все 7 участков, поток вырастет в 10 раз. Пекин отреагировал неожиданно резко. Министр иностранных дел Китая вызвал российского посла и потребовал немедленно остановить проект. Официальная причина – угроза экологической безопасности региона. Настоящая причина всплыла через неделю. Китай инвестировал $42 миллиарда в нефтяные проекты Казахстана, построил нефтепровод от месторождения Кашаган на Каспии до границы с Китаем. Длина 2000 миль. Пропускная способность – 20 миллионов тонн нефти в год. Окупаемость рассчитана на 30 лет. Месторождение Кашаган находится на шельфе Северного Каспия на глубине 120 футов. Это одно из крупнейших нефтяных месторождений, открытых за последние 40 лет. Запасы оценивают в 13 миллиардов баррелей. При понижении уровня моря на 50 футов глубина над месторождением составит всего 70 футов. Добывающие платформы окажутся на мели. Их придется переносить или строить заново.
Стоимость переноса одной платформы — $500 миллионов. На Кашагане их 8. Еще серьезнее проблема с подводными трубопроводами. Они проложены по дну на определенной глубине с учетом давления воды. Если уровень моря упадет, трубы окажутся слишком близко к поверхности. Зимой Каспий замерзает. Лед может и раздавить трубопровод. Китайская нефтяная корпорация заказала независимую экспертизу. Эксперты подсчитали убытки от 8 до 12 миллиардов долларов в зависимости от скорости падения уровня моря. Это без учета потерянной прибыли. Представители Китая прилетели в Москву с предложением. Они готовы компенсировать России потери от отказа от проекта канала. Предложили 15 миллиардов долларов инвестиций в инфраструктуру и технологии. Плюс льготный кредит на 30 миллиардов под 2% годовых. Кремль отказался. Официальная версия: проект имеет стратегическое значение для развития страны и не подлежит обсуждению. Неофициальная версия просочилась через дипломатические каналы. Месторождение редкоземельных металлов на дне Каспия стоит в 10 раз больше, чем предлагает Китай. Пекин изменил тактику. Китайские компании начали скупать акции казахстанских предприятий, связанных с Каспием. За 3 месяца купили контрольные пакеты в 4 портовых компаниях, 2 судоходных и 1 рыболовецкой. Общая сумма сделок — $4 миллиарда. Цель очевидна — получить рычаги давления на Казахстан. Если порты перейдут под контроль Китая, Пекин сможет блокировать казахстанский участок проекта. Без Казахстана канал теряет смысл. Основной маршрут проходит через казахстанскую территорию. Астана оказалась между двух огней. С одной стороны, Россия с обещаниями превратить Казахстан в транспортный хаб Евразии. С другой, Китай — крупнейший торговый партнер и инвестор. Президент Казахстана созвал экстренное совещание. Решение приняли Соломонова. Казахстан продолжит участие в проекте, но потребует создания международной комиссии по контролю за уровнем Каспия. Если уровень упадет больше, чем на 20 футов, работу канала приостановят до выяснения причин. Россия согласилась на комиссию, но в соглашении прописали лазейку. Приостановка возможна только при единогласном решении всех 5 прикаспийских стран. Иран и Туркменистан получили щедрые инвестиционные пакеты и гарантировали поддержку. Азербайджан колебался, но в итоге присоединился в обмен на долю в будущей добыче редкоземельных металлов. Китай оказался в изоляции, инвестиции не помогли, дипломатическое давление не сработало. Оставался последний вариант — обратиться в международные организации. Глубоководный аппарат опустился на дно Каспия в ноябре 2023-го. Официально — геологическая экспедиция для изучения донных отложений. Фактически — разведка месторождения, которое может изменить мировую экономику. Координаты держали в секрете, но спутники засекли судно в 120 милях от побережья Туркменистана. Глубина в этой точке — 240 футов. На экранах мониторов появились первые изображения дна. Черные конкреции размером с человеческую голову покрывали дно сплошным ковром. Анализ показал содержание лития 12%. Это в 4 раза выше, чем в лучших наземных месторождениях Чили. Плотность залегания — 300 тонн на квадратную милю. Геологи взяли пробы на площади в 200 квадратных миль. Везде одна картина — сплошные литиевые конкреции. Запасы пересчитали и ужаснулись. Первоначальная оценка в 8 миллионов тонн оказалась заниженной втрое. Реальные запасы — 24 миллиона тонн чистого лития. При текущей цене $3000 за тонну стоимость месторождения составляет 72 миллиарда долларов. Но это только литий. Конкреции содержат также кобальт, никель, марганец и редкоземельные элементы. С учетом всех металлов стоимость превышает 200 миллиардов. Главная проблема — добыча. Глубина 200 футов — это предел для традиционных методов. Водолазы работать не могут. Нужна специальная техника. Разработали проект добычного комплекса стоимостью 8 миллиардов долларов. Комплекс состоит из подводного робота-комбайна и плавучей станции обогащения. Робот ползает по дну, собирает конкреции в бункер емкостью 50 тонн. Заполненный бункер всплывает на поверхность по тросу. Пустой опускается вниз. Цикл занимает 40 минут. На плавучей станции конкреции дробят, промывают, обогащают. Получают концентрат с содержанием лития 40%. Его грузят на танкеры и везут на переработку. Производительность одного комплекса — 2000 тонн концентрата в сутки. Но есть нюанс. При глубине 200 футов добыча рентабельна, но сложна. При глубине 150 футов проще и дешевле. При глубине 100 футов можно строить искусственные острова и добывать драгами, как песок. Себестоимость падает в 5 раз. Именно поэтому уровень моря должен упасть. Не как побочный эффект канала, а как главная цель. Канал — это инструмент для осушения Каспия до нужной отметки. Все остальное — легенда для общественности. Расчеты показали оптимальную глубину — 120 футов над месторождением. Для этого нужно понизить уровень моря на 120 футов. Объем воды, который надо удалить, 8000 кубических миль. Это равно объему озера Мичиган. При максимальной производительности канала удаление такого объема займет 18 лет. Слишком долго.
Поэтому проект включает не один канал, а 3. Второй канал пойдет на юг, в сторону Персидского залива через Иран. Третий, значит, на запад, к Черному морю через Азербайджан и Грузию. Иран и Азербайджан пока не в курсе. Их втянут позже, когда первый канал заработает и покажет прибыль от транзита. Предложат долю в проекте в обмен на разрешение строить на их территории. Откажутся, найдут другие пути давления. Первую партию концентрата планируют получить в 2028. К этому времени уровень моря упадет на 30 футов. Этого достаточно для начала добычи существующими технологиями. Прибыль пойдет на строительство второго и третьего каналов. Инвесторы уже выстроились в очередь. Китайские компании предлагают деньги в обмен на гарантированные поставки. Европейские концерны готовы вложиться в переработку. Американцы хотят купить технологии добычи. Спутники американской разведки зафиксировали странную активность на острове Огурчинский в декабре 2023-го. Остров находится в 100 милях от побережья Казахстана. Необитаемый кусок суши площадью 3 квадратных мили. Раньше там была метеостанция, заброшенная в 90-х. Теперь на острове появились здания, взлетная полоса длиной в милю и причал для крупных судов. Строительство шло 4 месяца в режиме полной секретности. Материалы завозили ночью. Рабочих привезли из Сибири и держали на острове без права покидать его до конца контракта. Аналитики Пентагона изучили снимки. Вывод однозначный. Военная база. Ангары вмещают истребители. Склады построены по стандартам хранения боеприпасов. Радарные установки отслеживают воздушное пространство в радиусе 300 миль. Но самое интересное нашли под водой. Гидролокаторы обнаружили подводные сооружения на глубине 80 футов вокруг острова. Туннели, камеры, непонятные конструкции. Похоже на подводную часть базы, соединенную с надводными шахтами. Бывший офицер российского флота рассказал западным журналистам правду. База строилась с расчетом на падение уровня моря. Сейчас глубина вокруг острова 80 футов. Когда уровень упадет на 50 футов, глубина составит 30 футов. Подводные сооружения окажутся на суше. Тогда остров увеличится в размерах втрое. Площадь станет 9 квадратных миль. Достаточно для размещения полноценной военной базы с гарнизоном в 2000 человек. Взлетная полоса уже построена с учетом будущего расширения. Ее можно удлинить до 2 миль по обнажившемуся дну. Стратегическое значение очевидно. База контролирует центральную часть Каспия и прикрывает район будущей добычи лития. Истребители отсюда достигают любой точки Каспийского региона за 15 минут. Ракетные комплексы держат под прицелом Иран, Азербайджан и Южный Казахстан. А Гурчинский не единственный остров, который готовят к расширению. Спутники нашли аналогичное строительство на острове Тюленей в северной части моря. Там возводят не военную, а исследовательскую базу. Официально, для изучения популяции каспийского тюленя. Реальная цель – контроль за северной частью будущего осушенного дна. Когда уровень упадет на 100 футов, северная часть Каспия превратится в систему мелких озер и проливов. Остров Тюленей станет крупным массивом суши площадью в 40 квадратных миль. База на Тюленем включает лаборатории, жилые модули на 300 человек и вертолетную площадку. Но разведка обнаружила там оборудование, не имеющее отношения к биологии. Буровые установки, геофизические сканеры, химические анализаторы. Версия очевидна. Ищут полезные ископаемые на будущем дне. Северная часть Каспия, мелкая, изучена плохо. Советские геологи находили там следы нефти и газа, но разработка на глубине не имела смысла. Когда дно обнажится, появится доступ к месторождениям. Туркменистан забил тревогу. Их острова тоже увеличатся в размерах при падении уровня. Остров Огурлы превратится из клочка суши в полноценную территорию. Туркменские власти срочно начали там строительство, но отстают от России на год. Азербайджан попытался построить базу на острове Була, но столкнулся с проблемой. Остров находится в зоне действия российских комплексов Сагурчинского. Любое военное строительство там воспринимается как угроза. Баку получил жесткое предупреждение и свернул работы. Иран вообще оказался в проигрыше. Все иранские острова на Каспии расположены на юге, где море глубокое. Даже при падении уровня на 100 футов они не увеличатся существенно. Зато иранское побережье отступит на 20 миль, и страна потеряет доступ к мелководным районам, богатым рыбой. Тегеран пригрозил военными действиями. Провел учения у своих берегов с участием ракетных катеров и береговой артиллерии. Запустил несколько ракет в сторону условного противника. Москва ответила переброской на Огурчинский дивизион зенитных ракет. Первого марта 2024 года в Астрахани вышли на улицы 20 тысяч человек. Рыбаки, портовые рабочие, жители прибрежных поселков, они требовали остановить строительство канала. Полиция пыталась разогнать митинг, но толпа была слишком большой. Протестующие перекрыли трассу Астрахань-Махачкала. Движение встало на 200 миль. Колонна грузовиков со стройматериалами для канала застряла на 5 часов.
Водители присоединились к протесту. Оказалось, многим не платили зарплату 3 месяца. Деньги уходили на взятки чиновникам и откаты подрядчикам. На третий день протестов произошло первое столкновение. Группа рабочих с канала приехала разгонять митингующих. Началась драка. 15 человек попали в больницу, 3 в тяжелом состоянии. Полиция арестовала 47 человек с обеих сторон. Волна протестов прокатилась по всему Прикаспию. В Атырау на митинг вышли 10 тысяч казахстанцев, в Актау – 8 тысяч. Баку, Туркменбаши, даже иранские Энзели. Везде люди требовали прекратить безумный проект. Экологические организации объявили международную акцию протеста. 21 марта по всему миру прошли демонстрации у российских посольств. Лондон, Париж, Берлин, Вашингтон, Токио – везде тысячи людей с плакатами «Спасите Каспий» и «Остановите экоцид». ООН созвала экстренное заседание Совета Безопасности. Генеральный секретарь назвал проект угрозой региональной стабильности и экологической безопасности. Потребовал немедленной приостановки работ до проведения международной экспертизы. Россия наложила вето на резолюцию. Представитель заявил, что это внутреннее дело страны и ее соседей. Никакого нарушения международного права нет. Каспий не является международными водами. Страна имеет право на любую хозяйственную деятельность на своей территории. Европейский Союз ввел санкции против компаний, участвующих в строительстве канала. Заморозили активы, запретили поставки оборудования. Германия отозвала экспертов, которые консультировали проект. Франция разорвала контракт на поставку насосного оборудования. Китай воспользовался ситуацией. Предложил заменить европейское оборудование китайским. Причем бесплатно, как гуманитарную помощь для защиты экологии. В комплекте шли китайские специалисты, которые будут контролировать работу канала. Москва отказалась. Пускать китайцев к стратегическому объекту никто не собирался. Оборудование закупили в Турции и Индии. Дороже европейского, но без политических условий. Ситуация взорвалась 28 марта. Группа экоактивистов проникла на стройплощадку участка номер 4 и заблокировала роторный экскаватор. 17 человек приковали себя цепями к гусеницам машины, потребовали встречи с руководством проекта. Охрана попыталась снять активистов силой. Завязалась потасовка. Один из протестующих получил удар дубинкой по голове и потерял сознание. Его увезли в больницу с переломом черепа. Видео разошлось по соцсетям за 2 часа. К вечеру к стройке пришли 300 человек из ближайших поселков. Требовали освободить задержанных активистов и наказать охранников. Руководство вызвало спецназ. Прибыли 2 отряда в полной экипировке. Бронежилеты, щиты, слезоточивый газ. Спецназ дал 10 минут на разойтись. Толпа не двинулась. Запустили газ. Люди начали отступать, но кто-то бросил камень, попал бойцу в забрало. Спецназ пошел в атаку. Дубинки, щиты, газ. Через 20 минут площадь очистили. 72 задержанных, 23 раненых. Видео с разгона попало на все мировые каналы. Международные правозащитные организации обвинили Россию в насилии над мирными протестующими. Потребовали расследования и наказания виновных. Власти объявили режим особого положения в Астраханской области. Запретили митинги, ограничили передвижение, ввели комендантский час. На стройку стянули военных. Периметр охраняют автоматчики и бронетехника. Журналистов не пускают ближе 5 миль. Канал продолжают строить круглосуточно. Темпы работ выросли вдвое. К маю планируют сдать еще 3 участка. К концу года запустить первую очередь полностью. Тогда вода из Каспия пойдет потоком в 2 миллиона галлонов в минуту. Уровень моря начнет падать на 2 фута ежегодно. Остановить процесс будет уже невозможно. «21 июня 2024 года в 6 утра открыли главный шлюз первой очереди канала. Вода Каспийского моря хлынула в бетонное русло шириной 300 футов. Поток набрал скорость за считанные минуты. Грохот слышали за 10 миль. Инженеры фиксировали показатели. Скорость потока 12 миль в час. Объем 1 миллион 900 тысяч галлонов в минуту. Чуть меньше расчетных 2 миллионов, но это только начало. Когда откроют все 7 шлюзов, цифра вырастет до 10 миллионов. Уровень Каспия начал падать немедленно. Первые сутки – 2 дюйма, вторые сутки – 3 дюйма. К концу недели счетчики на береговых станциях показали падение на 1 фут 2 дюйма. Процесс пошел. Рыбаки из поселка Гандюра сняли на видео, как обнажается дно в 300 ярдах от берега. Появились участки, которые были под водой тысячи лет. Ил, ракушечник, скелеты рыб. Запах стоял невыносимый. Гниющая органика, сероводород, тина. Через месяц береговая линия отступила на 200 футов в северной части моря. Портовый город Лагань потерял связь с водой, причалы повисли над пустотой. Рыболовецкие суда застряли на мели в миле от города. Их бросили, вытащить невозможно. Экологи подсчитали потери. За первый месяц работы канала из Каспия ушло 82 миллиарда галлонов воды. Это равно объему озера площадью в 50 квадратных миль и глубиной 50 футов. Популяция каспийского тюленя сократилась еще на 20%. Осетровые перестали нереститься полностью. Казахстан попытался выйти из проекта в июле. Президент заявил, что экологический ущерб превышает экономическую выгоду.
Потребовал закрыть шлюзы и начать переговоры о компенсациях пострадавшим регионам. Москва ответила жестко, напомнила о подписанных контрактах на 80 миллиардов долларов. Выход из проекта означает выплату неустойки в размере 30 миллиардов. Плюс потерю доступа к будущей добыче лития. Астана отступила. Иран пошел ва-банк. 8 августа иранские ракетные катера обстреляли участок канала на казахстанской территории. Выпустили 6 ракет, 4 попали в бетонные стены. Пробоины незначительные, но символ ясен. Ответ последовал через 3 часа. Российские истребители с базы Огурчинский нанесли удар по иранской военно-морской базе в Энзеле. Разбомбили 2 причала и склад боеприпасов. Жертв удалось избежать, предупредили заранее. Но Иран получил сигнал. Военное решение невозможно. ООН созвала новое заседание. Приняли резолюцию с требованием остановить канал. 13 стран проголосовали за, 2 против, Россия и Китай. Китай неожиданно поддержал Москву в обмен на концессию на добычу кобальта из каспийских конкреций. Резолюция провалилась. К сентябрю уровень Каспия упал на 4 фута. Компьютерные модели показали. Точка невозврата пройдена. Даже если закрыть канал прямо сейчас, экосистема не восстановится никогда. Изменения необратимы. Каспий обречен. Геологи начали разведку обнажившегося дна. Первые пробы подтвердили. Литиевые конкреции покрывают площадь в 300 квадратных миль. Запасы еще больше, чем думали. 30 миллионов тонн лития. Это обеспечит мировую промышленность на 70 лет. Так море исчезнет навсегда. Да. Через 25 лет площадь Каспия сократится наполовину. Через 50 на 70%. Северная часть высохнет полностью. Останется глубокая южная впадина, озеро размером с Байкал, соленое и мертвое. На месте моря появится новая территория. 100 тысяч квадратных миль земли, богатой минералами. Месторождение лития, кобальта, редких металлов. Стоимость ресурсов даст более $1 триллиона. Цена вопроса оправдывает жертвы. По крайней мере, так считают те, кто принимал решение. Человечество действительно способно уничтожить целое море ради экономической выгоды. Мы уже высушили Аральское море за 30 лет. Каспий будет вторым и точно не последним.